Всем огромный привет. Красавицы, как у вас настроение, как дела? У меня все хорошо, слава богу. Так, сегодня будем кушать уральскую. Новая партия, я ее еще не пробовала. Посмотрите колку в этом видео, я буду ее колоть. Не знаю, такие кусочки бомбезные, вообще просто. Вот у меня сейчас передо мной целый мешочек лежит. И крем из Баткенской. Баткенская соленая. Посмотрите, полный стакан. Также баткенский кусочек. Хочу вот именно попробовать в чистом виде. Это чуть позже. Сейчас хочу ответить на вопрос, который мне задает уже несколько раз Евгения Куртукова. Огромный вам привет. Простите, что я не могу ответить на ваши вопросы, не всегда получается. Особенно, знаете, что хочу сказать? Попросить, не пишите комментарии к старым видео. Я туда вообще не захожу, я вообще не читаю новые сообщения к старым видео. Правда, мне бы, знаете, разгрести новые сообщения, новые комментарии, да? Ответить на них как положено, пролайкать. А тут еще у меня на старые пишут. Конечно, я туда не захожу, у меня времени нет просто. Так, что спрашивает Евгения Куртукова? Какой хайлайтер вы используете и как его наносить? Я не спец по макияжу, по косметике, но действительно нашла хороший хайлайтер, который меня прям очень порадовал. Это Catrice, номер 010. Catrice, вот номер 010. Дочка его уронила, и вот этот весь пластик, который вот не пластик, но вот эта вот пластинка хайлайтера, которая была, она у меня в порошок просто рассыпалась, видите? Вон там кусочки. Не ронять. Один удар и все. Все сыпется к чертям. Но я все равно использую, буду до последнего его использовать. Как его наносить? Да вообще легко. Берете кисточкой немножко вот так, специализированной такой толстенькой, и вот сюда вот на скулы наносите, прям хорошо так. Еще можно вот так на носик нанести. Это придает свежесть лицу. Лицо становится как будто бы моложе. Знаете, раньше я думала, что хайлайтер – это такая фигня вообще, тупо развод на деньги, да? Но она даже лучше, чем пудра. На самом деле это очень хорошая вещь. Она придает свежесть, сияние лицу, молодость придает. Так, вот сюда наносим, сюда, вот сюда над верхней губой можно нанести вот так прям кистью, небрежно. Все это делаем небрежно. Так, еще пальчиком я вот так беру, и вот сюда в уголки глаз немножко растушевываю блеска, видите? И глаза блестят как будто бы еще больше. Еще можно вот сюда нанести. В данный момент у меня чуть-чуть вот тут тоже есть хайлайтера. Действительно, классно работает. Еще можно как губнушку, как блеск использовать. Берете, мажете на губы, сверху какой-то бальзам или блеск, и губы прям сияют. Вот сейчас у меня немножко хайлайтера есть на губах, и плюс бальзам Ланеж. Короче, классная вещь. Вот, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос более подробно. Так, и ответ, на который я хочу давно ответить, как я придумала готовить песочное печенье, и вообще есть его, как мне вообще эта идея пришла в голову, да? И стаж поедания многие спрашивают. Знаете, я долго не могла вспомнить, сколько я ем, а потом я вспомнила. Именно с начала беременности сына я начала грызть кирпичи. У нас во дворе, я живу в частном доме, были такие сырец кирпичи. И я видео насмотрелась и поняла, что глину есть, оказывается, можно. У меня как раз в то время появлялся YouTube. Раньше у нас YouTube всегда был очень дорогим. Я начну сначала. И YouTube у нас не было. Вообще тяга к мелу, к глине у меня была с детства. Всегда я обожала вот этот аромат. После дождя, аромат стен. Я прям помню, как я нюхала кирпичи, как я их трогала, вот эту вот консистенцию, как у меня пересушивались руки. Я вот кайфовала от этого процесса. Но я, знаете, что думала? Я же не знала, что можно поглощать, можно грызть. Мне казалось, что даже если крошка малейшая попадет в организм, человек умрет. Ну да, мне так казалось на самом деле. Я очень боялась вообще брать в рот даже глину. Потом у меня появился YouTube, я увидела глиноежек, думаю, нифига себе, оказывается, это можно есть. Да ну. И, пошла кирпичи. Вот я не помню, то ли я беременная была, то ли это уже было после родов. Вот это я точно не помню. Но мой стаж примерно поедания где-то 6-7 лет, вот так. Моему сыну скоро будет 8 лет в апреле. Стаж поедания примерно такой. И вот я начала хрумкать эти кирпичи, но все равно я боялась их глотать, потому что, как бы страшновато было, да? Все-таки кирпич валяется, может, там какие-то микробы, козявки всякие. Думаю, я их просто грызла. Я в ванну закрывалась, никто об этом не знал. И грызла. При этом я смотрела YouTube, потом я узнала, что есть голубая узбекская глина.
И, кстати, я видела ее постоянно на базаре, поехала купила. Вообще голубая глина мне сначала вообще не понравилась. Я думала, да что за отстой. Но так как у меня килограмм лежал в шкафу, я раз так кусочек закину, рассасываю, а он такой солененький, приятненький, раз проглочу. И что-то я как-то вот месяц этот килограмм ела, рассасывала по кусочку, и что-то мне он так понравился, он так раскрылся для меня. И в голубую узбечку я влюбилась, я потом начала есть ее постоянно. Раньше я ела только голубую узбекскую, помните, кусками с самого начала. Кто меня смотрит, тот знает. Я прям вот тарелками ее съедала, тарелками. Конечно, желудок сильно страдал. Не сам желудок, а именно вот кишечник. Вот запоры были. Жесть, какие были запоры. Но я не могла остановиться. Так мне сильно хотелось. Голубая глина – это голубая глина, а песочное печенье, там вкус совсем другой. Там именно вот пыль, дождь. А голубая глина, она такая гудрон, метро, шпалы, мазут, что-то такое, да? Мне хотелось испытывать именно вот этот аромат дождя. И чтобы поглощать это внутрь, я подумала, а что если залить эту глину кипятком, простерилизовать ее, и еще и в духовке помимо этого запечь, чтобы микробы наверняка погибли. И, короче, часто гуляю по Махале у нас с детьми, а у нас там прям горами высыпают эту глину, ну, для огородов, для садов, я не знаю для чего, но просто вот горами высыпают. И вот такие прям смачные куски. Я, короче, один раз взяла, набрала этих кусков, пришла домой, залила все кипятком, протерла через сито, чтобы все лишние камни смыть. Вот камни, там солома. Прям я долго возилась, я, наверное, целый день возилась с этой глиной. Все на свете прокляла, что я с этим всем связалась. Залила в противень, короче, запекла. И, блин, мне так понравилось. Первый раз у меня было такое тонкое песочное печенье, тонюсенькое такое, без никаких крошек, просто. Это видео, которое набрало 1 400 000, может, сейчас уже 1 500 000, даже не знаю. Вот, это тогда был мой первый раз, когда вот я приготовила вот это печенье, и мне так оно понравилось, так классно, и я его глотала прям, была уверена в том, что оно чистое, да. Но по-любому вот эта консистенция глиняная, она вредит, по-любому, вашему пищеводу. Вот такая история. С тех пор я начала готовить песочное печенье. Оно стало моим коронным печеньем. Всем нравится это печенье, все его просили. И вообще все видео с песочным печеньем у меня набирают самые максимальные просмотры. Раньше я ела всегда голубую узбечку, и всем нравилось, вот как я именно ее ем. Потом у меня появилось песочное печенье, и я стала королевой песочного печенья. Но как меня называют? Я не сама себя так назвала. Вот такая вот история. Так, что еще хочу сказать? И еще, конечно же, у меня была голубая узбечка, песочное печенье было, но я так жутко хотела мел вот этот природный попробовать. А раньше у нас это не было сильно модно. Все узбечки ели эту гульвату, вот эту вот голубую узбекскую. Никто даже не думал, что там есть какой-то мел природный, всякие сорта разнообразные, глин и мела. А я смотрела YouTube, блин, там вот этими кусками, прям вот этими ели мел. Я думала, боже, как это вкусно. Это было моим самым-самым-самым, наверное, сильным желанием попробовать настоящий природный мел. Я подружилась с подписчицей из России, из Дагестана, по-моему, не помню. Она мне прислала посылку с России. Я ждала ее месяца 2, наверное, эту посылку. И там она мне прислала мел. Сейчас я скажу, снежок. Вот. И я попробовала его. Честно говоря, я была разочарована. Мне сразу же мел не понравился, он мне вообще не зашел. Я подумала, боже, он какой-то каменистый, он был такой твердый, прям я еле-еле его отгрызала. И вообще безвкусный. Я подумала, блин, зря я так прям хотела его попробовать. На самом деле туфта. Но со временем я покупала новые сорта, пробовала что-то новое. Потом у нас поставщики появились. У нас за 1 килограмм мела брали $8. Прикиньте, в начале он был вообще дорогой. Сейчас у нас мел стоит $5 за килограмм. Подешевел. Вот. И сейчас мы себе, конечно, ни в чем не отказываем. И пиленые покупаем, и кусковые. Все, что хочешь, есть. И разные глинки в Узбекистане есть. Классно. Я думаю, сейчас во всех странах это пойдет. Вот у меня многие арабы спрашивают, американцы, где взять, куда, найдите, пришлите. Я думаю, у них это сейчас тоже волна пойдет. У нас тоже когда-то не было, сейчас у нас все есть. Так и у них. Вот такая история, друзья. Теперь давайте посмотрим распаковку.
Это моя посылка, которую я после Нового года заказала. Еще у меня девочка спрашивала, сколько брусков в килограмме мела, который я заказала, пиленый. Сейчас я скажу, примерно 15-16 брусков. Очень даже неплохо. То есть килограмма вам хватит надолго. Можно вообще просто есть, обожраться. Вот сколько я 2 мукбанга уже сняла, кушала от души, и у меня еще 8 брусков осталось. Так что стоит брать. Кипятка. Офигеть, да? Смотри, как потрескалось. Пластами. У него вообще. Офигеть. Теперь давайте пробовать баткенскую соленую в чистом виде. Мощный аромат сырости подъезда, подвала. Подвала, не подъезда. Солинка, как у розовой узбечки. Нежная-нежная. Жирная, шелковистая, залипает сильно. Чем-то похоже на предыдущую сердце, только чуть-чуть соленькая. Цвет у нее красивый, как у помады. Так, теперь уральскую попробуем. Такой классный кусочек с кремом.
Как-то она слабо хрустит. В Баткенске кучу камней.
Что же, всем приятного просмотра. Берегите здоровье, не глотайте. Не смотрите на дураков. Всем пока-пока.